Современный мир невозможно представить без автомобиля. И несмотря на то, что автомобиль-то в принципе это просто груда железа и набор запчастей, никто к нему так не относится. Многие верят в то, что у автомобиля есть душа, и для кого-то это полноценный член семьи, а некоторые люди ухаживают за своим автомобилем гораздо лучше, чем за собой или за своими родными и близкими. И довольно часто нам стоит всего лишь взглянуть на автомобиль, чтобы все полностью понять про человека. С ним даже разговаривать не нужно, все и так понятно. И само собой существуют правильные и неправильные автомобили. Если ты ездишь на Renault Logan, то вряд ли тебя будут пропускать на дороге точно так же, как и владельца Гелендвагена. Хотя старый дырявый гелик будет стоить столько же, сколько и новый Logan, но пропускать его будут намного чаще, чем тебя. Но вот может ли быть такое, что автомобиль станет реальной проблемой для своего владельца? Не вот эта вот история, что вот у меня DSG отвалилась второй раз за неделю, а могут ли, например, владельца избить за то, что у него автомобиль неправильной марки? А могут ли вообще человека убить за неправильный выбор автомобиля? Звучит абсолютно дико. Если ты сейчас придешь на сборку Peugeot клуба и начнешь орать там, что Peugeot говна кусок, то максимум, что тебе светит, это тебя закидают косметичками. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Но проблема в том, что в истории такие моменты реально существовали. И вот сегодня из этого ролика вы узнаете, как и почему зародился культ автомобилей, как автопроизводители расстреливали своих рабочих, а те в отместку крушили их производство, как поездка одного рабочего с завода Ford сюда, к нам, в СССР, поменяла весь ход автомобильной истории, и на что готовы идти люди, когда рушится империя, построенная на автомобилях. Впереди вас ждет обстоятельная, подробная и наполненная событиями история Детройта, самого главного города в автомобильной промышленности. Приятного просмотра. Естественно, когда Детройт изначально создавался, ни о какой речи об автомобильной империи или еще о чем-то вообще не шло. Это вообще, в принципе, было... Он вообще канадским был изначально. Это было торговое поселение, просто кусок земли, огороженный забором, который был предназначен для того, чтобы там с индейцами торговать пушниной. Пушнина — это вот такие меховые оплетки на рули, вот индейцы без них ездить не могут вообще никак, у каждого индейца должна быть обязательно. До 19 века там просто тусовалось что-то 1000 людей белого населения, как бы черное население, рабов, индейцев вообще за людей не считали, поэтому все данные есть только по белому населению. И там всегда вот проживало до 1000 человек. То есть для тех времен это, в принципе, довольно крупное поселение, но так или иначе поселение, просто, лагерь с забором. В какой-то момент эта деревня к херам сгорает в 1805 году, и начинается капитальная застройка территории. Строятся верфи и первые производства. И вот так Детройт выглядел уже спустя 100 лет, в 1905 году. Но нам с вами этот город становится интересен с 5 августа 1899 года. В этот день основывается DAC, Detroit Automobile Company. Это первая автомобильная компания США в Детройте. Основал ее уже нам знакомый Генри Форд. Внезапно. Форд был не первой компанией Генри. Он собрал 12 инвесторов и, собственно, вот DAC — это первая автомобильная компания, которую Форд основал. Если вы помните ту знаменитую легенду, где Форд в сарае у себя собрал какую-то там телегу с каким-то там мотором, то это вот как раз-таки предшествовало открытию вот этой компании. У Форда-то как бы были идеи, но денег-то не было. Он был все-таки обычным механиком. И вот он с этой повозкой, собственно, пришел и убедил 12 инвесторов, среди которых был мэр города, инвестировать в него $86 тысяч. На самом деле это на современные деньги 2,6 миллиона баксов. В принципе, очень приличная сумма. Продуктом деятельности DAC стал вот такой вот пепелац для доставщиков. Он был тяжелый, медленный, неудобный, очень сложный в сборке, и, идея сразу была мертворожденной в принципе. Поэтому всего было выпущено 12 штук, все деньги просраны, и Ford с очень довольным видом сваливает из компании и основывает уже собственную компанию Ford в 1903. И через год, в 1904 году, он основывает завод Ford Piquet, который становится первым полноценным автомобильным заводом в Детройте. И вот Ford — это первый элемент в нашей с вами схеме, это первый основной камень, фундамент будущего Детройта. Следующий момент 1904 года некто Уильям Крапа Дюрант выкупает огроменный кусок акций Buick. На тот момент Buick уже существует, это уже, в принципе, успешный бренд, он еще не находится в Детройте, но это, в принципе, успешная автомобильная компания уже на тот момент.
Дюрант намного менее известный персонаж, нежели Генри Форд, хотя через несколько лет он создаст бренд, о котором вы точно слышали. Такая маленькая, никому незаметная компания General Motors. Дюрант не изобретатель, а предприниматель чистой воды. Еще с детства он пытался продавать все, что только под руку попадалось. Сигареты, газеты, обувь. Потом все это дело дошло до недвижимости. И там, вот, по этапам своего взросления он пришел к тому, что в 1886 году у него уже был собственный завод по производству шасси для гужевых повозок. Колеса для телег он делал, короче. И его образ мышления на самом деле предопределил вообще весь путь развития General Motors, и в том числе автомобильной индустрии, потому что, может быть, я для кого-то из вас открою что-то неочевидное, но GM никогда не производил автомобили. GM — это просто управляющая компания. И производители это всегда там типа Chevrolet, Opel, GMC, Cadillac, там Buick вот тот же самый был. А GM это просто офис с менеджерами и управляющими. Когда Дюрант стал управлять Бьюиком, дела у компании шли откровенно херово. Ну, они просто производили что-то в каких-то там объемах и были, в принципе, довольно незаметными. Но за 4 года Дюрант вывел Бьюик в лидеры. И в 1908 году Бьюик был самым продаваемым автомобильным брендом. Ford Model T, правда, тоже появился в 1908 году, но он еще как-то не успел заметно подвинуть конкурентов. Принципиальное отличие в моделях ведения бизнеса Дюранта и Форда заключается в том, что Форд ставил все свои фишки на одну модель, а Дюрант ставил на то, чтобы был у производителя широкая линейка, чтобы была широкая линейка, и чтобы для каждого потребителя, каждый потребитель мог найти для себя что-то подходящее. В 1900-е годы это было довольно неочевидной штукой. И на самом деле они оба оказались по-своему правы. Наследие Форда в конвейерном методе производства автомобиля и в том, по сути, как все производители именно собирают свои тачки. А наследие Дюранта в бизнес-модели. И большинство современных компаний и дилеров работают по тем схемам, которые когда-то придумал Дюрант. Поэтому для автомобильной промышленности он ничуть не менее значимый персонаж, нежели Форд. Так вот, в 1908 году, когда Бьюик находится на коне, Дюрант создает управляющую компанию General Motors, полностью передает все акции и все правление этой компании, привлекает кучу инвесторов и начинает скупать вообще все, что движется и все, что валяется по дороге. Oldsmobile, Cadillac, Oakland, он же Pontiac по-современному, Rapid Motor Vehicle, он же GMC Truck по-современному. Помимо автопроизводителей, GM начинает скупать еще всех производителей комплектующих и все, что так или иначе завязано на автомобильной промышленности. Они даже чуть было не купили Ford в свое время, вот в 1908-1909 год, но эту сделку не одобрили инвесторы. И потому что подумали, что это будет рискованно, если они будут прям монополистами во всем, могут быть проблемы с правительством и тра-ля-ля, и решили, что ладно, пусть Ford себе пока живет и собирает там свои машинки. Но вся эта политика не приносила огромной прибыли, потому что в продажах все-таки GM проигрывал Форду, акционеры и инвесторы хотели получать свои дивиденды за вложенный бабос, но Дюрант абсолютно всю прибыль спускал на покупку все новых и новых компаний, поэтому акционеры, собственно, и инвесторы сидели и сосали песос. В какой-то момент они собрались все вместе, подумали и выкупили просто все акции Дюранта и выкинули его из компании в 1910 году. Но Дюрант не расстроился, взял усатого гонщика Луи Шевроле, чтобы основать, о боже, какая неожиданность, Шевроле. И, собственно, вот в этой компании они уже решают сфокусироваться на бюджетном сегменте, на недорогих и качественных автомобилях, чтобы подвинуть немного позиции Ford Model T, и у них это получается. Chevrolet очень быстро начинает развиваться, отжимает часть рынка, и Дюрант снова оказывается на коне, и, будучи очень умелым махинатором, он начинает менять акции Chevrolet на акции GM, тут продал, тут купил, туда-сюда, оп-оп-оп, и вот он снова в правлении GM. Плюс он занимает еще денег у инвесторов, выкупает вообще все оставшееся в GM, и на все деньги, которые есть, собственно, у компании, начинает снова планомерно скупать все, что только не приколочено. Но в 1920 году спрос на автомобили очень сильно падает, и если вы ведете такую экспансию, как вел Дюрант, это грозит просто смерти компании. Потому что внезапно у вас образуются огромные финансовые дыры, одно другое поглощает, и все, привет, приехали. Инвесторы все еще раз собрались, еще раз подумали, еще раз все посчитали и решили, что Дюрант им тоже уже снова опять не нужен. И уже в этот момент выкидывают его из компании навсегда. Но, как вы можете догадаться, GM существует до сих пор. И он становится вторым камнем
или бетонной плитой, как угодно, в фундаменте будущего Детройта. И тоже вот появляется у нас здесь на схеме. Всех успешных людей того времени объединяло любопытство и тяга к новым знаниям. Конечно, 100 лет назад мир был кардинально другим. У Форда, Дюранта и у других действующих лиц истории как минимум не было интернета, что было дополнительным препятствием к новым знаниям. Для того, чтобы что-то узнать, нужно было разговаривать с людьми, вживую, общаться, ртом, договариваться о времени, встречах, потом приходить и что-то говорить людям, вживую. Но сегодня, благодаря интернету, все стало в разы проще. Достаточно просто иметь желание учиться вместе с онлайн-университетом Skillbox. Да-да, это снова божественная подводка к интеграции. В ноябре в онлайн-университете Skillbox проходит онлайн-конференция сразу по 3 популярным диджитал-профессиям. Веб-дизайн, интернет-маркетинг и программирование. Эксперты из популярных областей расскажут, а самое главное покажут на примере конкретных кейсов, как работать в той или иной профессии. Если вы только собираетесь поступать в вуз или у вас уже есть диплом, но вы все еще не уверены в направлении своей дальнейшей деятельности, онлайн-конференция сможет вам помочь. И участие таки совершенно бесплатное. Онлайн-университет Skillbox является лидером на рынке онлайн-образования у нас в России по версии RoWord в 2019 году. Уже более 30 тысяч студентов доверяют Skillbox. Все необходимые ссылочки находятся в описании, и торопись, бесплатных билетов всего 1500, поэтому давай, вперед за новыми знаниями. Пока Дюрант и Шевроле ковыряли там свое производство в гаражах, в 1911 году на Бьюик приходит некто Уолтер Перси с очень говорящей фамилией Крайслер. Приходит работать он на должность менеджера по производству автомобилей Бьюик. Крайслер, кстати, был нереально крутым чуваком. Он очень сильно разбирался в технике, очень любил производство и благодаря своим талантам, он был действительно талантливым человеком, к 30 годам занимал пост генерального управляющего American Locomotive Co. Самая большая компания железностроительная, железнодорожная на тот момент в США. И есть очень красивая легенда, что Крайслер всю жизнь трудился, там с должности уборщика пробился в верха правления железнодорожных компаний, и это реально правда, то есть он реально пришел на базовую позицию, но он никогда не мог себе позволить автомобиль, всегда о нем мечтал, и вот как только он занял пост генерального управляющего, смог себе купить тачку, и так ей восхитился. Ее конструкцией, в смысле, разобрал в гараже, его собрал обратно, еще не умел на нем ездить, и решил, что все. Отныне моя жизнь будет связана только с автомобилями. Я бегу ими заниматься, ой, все, пока-пока-пока. Ну, на самом деле все было намного менее прозаично. В правлении был такой инвестиционный банкир Джеймс Джей Сторроу. Он заметил молодого управленца, который очень быстро продвигался по служебной лестнице в американской корпорации железных дорог, и такой типа: пацаны, может быть схантим чувака-то, вроде нормальный парень. И, собственно, они вместе с президентом Бьюик, Чарльзом Нэшем, пришли к Крайслеру и такие: братан, давай работать у нас. Денег мы тебе нормально не заплатим, но у нас очень интересно. Мы тебе отдадим всю производственную линию, ты ее наладишь, а потом посмотрим. И самое что удивительное, что Крайслер согласился. Его реально, ему зарплату дали вообще мизерную, типа $6000 в год. Для его, должности на тот момент это чё? Типа, за копье ушел чувак, но, видимо, как-то парни ему так очень красочно обрисовали картину того, на какие процессы он сможет влиять, что он с очень большой радостью согласился. Короче, его тупо схантили. И, может быть, там и имело место быть, что он там восхитился каким-то автомобилем, собрал, но по факту его просто тупо схантили. Так или иначе, Крайслер показал себя во всей красе. Он за 4 года реорганизовал производственную линию таким образом, что производство увеличилось с 20 автомобилей в сутки до 550. Осмыслите это в 1920 году, попробуйте. К этому времени в правление вернулся Дюрант и предложил, увидел талантливого менеджера и предложил ему пост вице-президента, на что, конечно, Крайслер согласился, но эту должность он занимал всего лишь 4 года. За 4 года совместной работы с Дюрантом у них было очень много разногласий, потому что все-таки у ребят были кардинально разные подходы к ведению бизнеса, и в 1920 году именно из-за разногласий с Дюрантом Крайслер уходит, чтобы, угадайте что? Основать Крайслер? Вот это, чуваки, конечно, нейминг, вы оригинальный, да, никто так не догадался до вас никогда сделать такую вот компанию, назвать фамилией, вообще офигеть. Но все не было так просто.
Это уже были 20-е годы, уже время гаражных самоучек прошло, и просто пойти с нуля основать автомобильную компанию не получилось бы. Нужны были уже ресурсы, мощности, производство, деньги и бла-бла-бла. Вовсю уже работал Ford, вовсю уже работала машина GM, то есть, рынок-то был уже конкурентным и занят. И на самом деле не совсем до конца понятно, уходил ли Chrysler именно с мыслью создавать свою компанию, или он просто уходил из GM. Потому что сразу после GM он устроился снова работать в штат, но в Willys Overland. Точнее, он туда ушел не сам, а правление Willys, его туда позвали, чтобы он разрулил их геморрой. Там компания стояла на коленях, все было плохо. Там ребята инвестировали кучу денег, у них ни хрена не получилось, и они, собственно, позвали Крайслера, чтобы он им как-то тут вообще разрулил эту ситуацию. К слову говоря, ему предложили $1 миллион оклада в год. Это и сейчас огромные деньги, если что так, на секундочку. А в 1920-е годы это вообще ну все, потолок, финиш, тебе не хватит их потратить за всю жизнь, все, остановись. И это в год, а контракт ему подписали на 2 года. То есть, Крайслер прям нормально зарабатывал. И, кстати говоря, из GM он ушел уже со своим личным счетом что-то порядка $10 миллионов. Еще раз напомню, что изначально чувак пришел на позицию менеджера с окладом $6000 в год. Так, на всякий случай, чтобы вы понимали, что Крайслер, в принципе, умел нормально так зарабатывать бабос. Крайслер честно отпахал 2 года в Виллисе, и взгляд его пал на компанию Maxwell Motors, которая точно так же уже загибалась к этому времени. Что меня очень сильно позабавило, что Maxwell это компания, это самая первая компания в истории автомобилестроения, которая решила позиционировать свои тачки на женщин. В 1920 году. Их тогда за людей еще не считали. То есть там народ еще совещался, женщины это люди, надо ли им право голоса давать, или пусть себе посуду моют. А тут Максвелл, будем делать для них тачки. Непонятно, этот человек вообще или нет. И они такие, нормально, покатит. Они спонсировали в 1909 году Алису Рамси, которая на автомобиле Maxwell проехала Штаты от берега до берега. Хайпа было невозможное количество. Писали все СМИ, все это дело обсуждали, тролля, что как так, женщина-автомобилист, вот это все. Но что-то продаж-то особо не было, и парни упустили момент, что может быть женщина и человек, может быть, но денег-то у них не было. Деньги-то все у мужиков, а мужики в рот шатали покупать женские автомобили. И продаж у Максвелла не было. Короче, пришел Крайслер и решил, что нахер женщин, буду делать тачки для нормальных пацанов. Проблема была в том, что Максвелл был довольно большой компанией, и вот просто так прийти и все выкинуть нахер, все переделать не получилось. Поэтому на процесс реорганизации у Крайслера ушло 3 года. И через 3 года Maxwell Company официально перестал существовать, и на мощностях этой компании рождается Chrysler. Стартанули они очень бодро, практически сразу запустили еще 2 дополнительных бренда, Pontiac и DeSoto. И потом выкупили еще одну компанию с невозможно креативным названием у братьев Dodge, компания Dodge. Точнее, выкупал Chrysler компанию не у братьев Dodge, а у их семьи, потому что в 1920-е внезапно пневмония была смертельным заболеванием. Они внезапно реально вдвоем умерли, не заказуха, ничего, просто пневмония. И это сейчас ты поел таблеточек и все хорошо, а тогда добро пожаловать в землицу. Главное, антипрививочникам это не рассказывать. В общем, у Крайслера все перло. В 1928 году он даже был назван американцем, человеком года. И помните, вы должны помнить, я верю в то, что вы смотрели этот мультик «Спайдермен», этот мультик из детства «Спайдер». Помните, там был такой чувак, злодей, Таск, по-моему, его звали, такой здоровый квадратный чел, и он жил в огромном небоскребе. Так вот это Chrysler Building. Это здание построил Chrysler. И вот теперь думайте, насколько он был богатым чуваком. Это до сих пор, уже еще спустя 100 лет, одно из самых главных и знаковых зданий Америки. Это вам не ламбу снять и в Инстаграм пофототься, что ты успешный успех. Это, небоскреб огроменный построить. Просто от нечего делать по факту, потому что он ему так-то был не нужен. Такой, давайте тут въебем огромную махину, пусть будет. В общем, как бы там ни было, Chrysler Corporation и Walter Percy Chrysler — это 3-й камень в фундаменте будущего Детройта. Таким образом, мы с вами подходим к 30-м годам. Все топовые марки Ford, GM и Chrysler находятся в Детройте, их производство там расположены, шарашат на полную, баблище льется со всех сторон. Вот только представьте, самая успешная
промышленность мира на тот момент, автомобильная. Все топовые производители сконцентрированы в одном месте. И помимо самих автопроизводителей, там же сконцентрированы еще все предприятия, которые так или иначе что-то поставляют. Там типа краски, масло, колеса и все в подряд. Сейчас нам нужно немножко отойти от автомобилей, чтобы у нас была полная картина. Мне нужно немного вам накинуть контекста про сам город. И чё, бля, я просто так, что ли, потратил 3 недели в английских источниках? В американских, точнее. Я вам сейчас все расскажу. Город за 20 лет стал 4-м городом США по населению. И так как он был сугубо промышленным, стекались в него не лауреаты Нобелевских премий, а, собственно, разнорабочие, в основном чернокожие. Добавьте сюда еще политику Форда о том, что он своим рабочим платил сильно выше рынка. И всем обещал платить сильно выше рынка, и самое важное, платил. Реально, зарплаты у рабочих на заводе Форда были самыми высокими по рынку. Детройт моментально стал центром Великой миграции. И Великая миграция — это процесс в США там, в 20-е и 30-е годы, когда весь сельский юг сваливал на промышленный север. Во-первых, потому что южные горячие ковбои негров за людей вообще не считали и стреляли по ним, не задумываясь. Во-вторых, лучше работать на севере на заводе и зарабатывать деньги, чем сидеть на юге в поле и зарабатывать пулю в задницу. Что этот нигер себе позволяет? Хорошо, спокойно. Плюс белые люди, у кого были свои там чернокожие рабочие, слуги, траля-ля, точно так же сваливали на север, потому что там перспектива, рост, и, естественно, весь свой табор они забирали с собой. Сейчас будет немножко сложновато, но держитесь и старайтесь держать всю картинку в уме. Город населен в основном в подавляющем большинстве разнорабочими, в основном чернокожими, иммигрантами с других стран, евреями, привет, Форд, и верхушкой менеджмента белыми людьми, которые, собственно, на всех этих людях зарабатывают. Одни других не очень сильно уважают, и поэтому в 1920 году в Детройте открывается замечательный филиал такой благотворительной организации, которая называется Ку-Клукс-Клан. Ку-Клукс-Клан изначально появился на юге, потом вместе с Великой миграцией распространился на всю страну. Основная идея этой организации ни в коем случае не допустить равенства между белыми и черными и спасти страну от нашествия негров. Результатом их деятельности были сотни тысяч человеческих жертв. Основной размах их террор имел место в первой половине 20 века. В пиковый период, в 20-е годы, численность братства достигала 6 миллионов людей, и даже сейчас, в 21 веке, ККК все еще существует. Идем дальше, и на всю эту компашку мы накидываем сухой закон, который действовал с 1920 года по 1933. И тут нужно немножко сказать про расположение Детройта, потому что находился он, ну и сейчас находится, на границе с Канадой, там пролив Детройт, и естественно, он был основным центром и узлом контрабанды алкоголя в то время, во время действия сухого закона. А кто занимается контрабандой алкоголя? Правильно, очень миролюбивые дяди с автоматами Томпсона. Кстати, может быть, кто-нибудь из вас играл в такую игруху, которая называется Gangsters 2? Она очень древняя, там кровь из глаз течет, когда ты смотришь на графику, но у меня это одна из любимых игр там вообще в детстве. И это вот игруха как раз про это время. Если кто-то не играл и готов немного пострадать по графике, вот советую прям. Собираем все это дело в кучу. Представляете, растущее производство, поток негров в город, который на границе города встречают миролюбивые ребята в белых колпаках. По всему городу постоянно ездят бутлегеры с автоматами. И сверху все это время еще у нас сидит верхушка топ-менеджмента, которая жирует и бабло вот так вот раскидывает, потому что денег у них реально с жопой жуй. И вот собрав все это вместе, мы с вами получаем очень приветливую, дружелюбную атмосферу большого развивающегося промышленного города. И вишенкой на торте будет биржевой крах 1929 года, когда довольно большое количество умных и не очень людей выходило погулять в окно. Только по официальной статистике, только по официальным данным, в Детройте самовыпиливалось где-то 3-4 человека в день. Это, если что, довольно-таки много. То есть среднестатистический житель города на тот момент — это разнорабочий, чернокожий, который идет шкериться по подворотням, лишь бы его чувак в белом колпаке не поймал. Дорогу ему постоянно переезжают пьяные гангстеры с автоматами, сверху падают люди, разбиваются, и вот, собственно, ты такой идешь себе на работку. Производство очень сильно сократилось во время Великой депрессии, что логично. Заводам, само собой, пришлось увольнять людей пачками, потому что платить зарплату нечем, да и производить-то особо нечего, спроса нет.
И результатом всего этого стал голодный марш 7 марта 1932 года, который был назван в прессе самым кровавым днем автомобилестроения. В основном участвовали работники завода Ford. И тут, конечно, можно уйти в то, что там волнение среди рабочих всегда поддерживала коммунистическая партия, там постоянно были агитаторы, ребята им верили, что возможен равный мир, вот это все. Но я в политику не лезу, мне как бы интересно только то, что происходит с автомобилями. Да и если бы мы еще политику сюда притянули, то вообще бы мы бы тут до воскресенья не разошлись бы. Хотя сейчас понедельник. В прессе также висели заголовки «Ford Massacre», что переводится как «Фордовская бойня». Фордовская бойня. Так вот, собралось 5000 человек, написали 14 требований, среди стандартных там типа нанять всех обратно, повысить всем зарплаты, убрать расовую дискриминацию, мир, дружба, печеньки, вот это вот все. Но что нам интересно здесь, так это то, что первый раз в этот день прозвучало требование дать рабочим права организовывать профсоюзы. Это очень важно, почему вы поймете дальше. Но в 1932 году вместо выполнения своих требований рабочие получают в ответ пули. Если читать оригинальные статьи газетные тех времен, а я реально этим занимался при подготовке к ролику, то там описывается исключительно мирная демонстрация, которая сначала шла по городу, потом решила пойти в сторону завода. И вот, когда они подошли к забору завода Ford, их там встретила полиция, охранники, сначала пустили слезоточивый газ, потом в ход пошли дубинки, потом кто-то стрельнул в воздух, потом уже по людям. В результате 60 человек рабочих и 25 полицейских ранены. И 5 рабочих скончались после этого марша в течение 3 месяцев. Верить прессе или нет? Вопрос. Потому что, с одной стороны, да, стрелять по мирной демонстрации — это, конечно же, ужас и кошмар. И это ни в коем случае недопустимо. С другой стороны, лично я что-то как-то не сильно верю, что 5000 уволенных рабочих, голодных, которые целый день простояли на морозе, шли на завод Форда просто чайку попить. Я что-то в этом очень сильно сомневаюсь. И все-таки завод — это частная неприкосновенная собственность. Вот это вот все в Америке с этим очень строго. То есть если ты даже сейчас залезешь на частную территорию, тебя могут застрелить, вот прям серьезно, из ружья. И никто даже ничего слова не скажет. А тогда нравы были еще жестче. Поэтому, в принципе, полиция и охрана, скорее всего, просто выполняли свою функцию на тот момент. Но то, что это действительно кровавый день автомобилестроения, с этим я, конечно же, не спорю. В защиту Форда могу еще сказать следующее, что у него на тот момент реально были самые высокие зарплаты во всей индустрии. На момент 1929 года это было что-то около $1600 в месяц. $1600 это и сейчас как бы нормальные деньги, можно подорваться. А тогда на эти деньги могло существовать вообще несколько семей. Там одному человеку достаточно было работать, чтобы там вообще табор целых содержать. И да, конечно, зарплаты упали в момент Великой депрессии, но все равно они составляли $750-800, что тоже были неплохими деньгами. Так или иначе, самое важное для нас тут зафиксировать, что первый раз прозвучало требование про профсоюзы. Они еще сыграют свою роль, но пока что вернемся к городу. После любой, даже самой кромешной экономической жопы начинается очень быстрый и стремительный подъем. И в 1935 году, когда экономику попустило, Детройт начинает просто отрываться в космос. Люди начинают ломиться в город просто с невообразимой скоростью. Вот вам немножечко официальной статистики и официальных цифр, которые комментировать особо даже не имеет смысла. В разрезе с 1930 по 1950 город прибавил 300 тысяч человек. И это время, когда не существовало компьютеров, не существовало никакой нормальной документации, и это только официальные данные. Я думаю, реальный размах событий был намного больше. И помимо ожидаемого экономического роста, этому новому витку миграции есть объяснение. Начинается событие, на котором американцы в итоге смогут заработать баснословные деньги, а Детройт станет мировым центром производства и промышленности. Вторая мировая война. Все мы с вами знаем, в войне победителями стали наш известный усатый чувак, британский известный толстый чувак и американский хрен пойми кто вообще. И кайф Америки был в том, что на ее территории военных действий не проводилось. Весь движняк происходил у нас, в Европе и у японцев, по большей части. А американцы просто производили военную технику,
снабжали свою армию, снабжали союзников, производили всем все, что только нужно, и зарабатывали просто неимоверные деньги на всем этом предприятии. Гражданские автомобили в США в то время практически не производились. Все производство работало на военную машину. Все мы с вами знаем подвиги наших дедов и бабушек. Знаем, насколько был мобилизован СССР. Абсолютно все заводы и предприятия производили все необходимое для фронта. Оружие, технику, боеприпасы. Вся страна впахивала. А вот теперь посмотрите на цифры. Это объем ВВП в миллиардах долларов в период войны. И я это показываю здесь не для того, чтобы каким-то образом преуменьшить подвиг наших предков и роль СССР в войне, а для того, чтобы вы просто понимали размах военной машины США в то время. Посмотрите на 42-й, 43-й, 44-й, 45-й года. Насколько США производила больше военной техники, чем мы. И центром всего этого, естественно, был Детройт. Для примера вам. За период войны в невозможные совершенно сроки был построен завод Willow Run, на котором производились бомбардировщики Б-24. Находился в 45 километрах от Детройта, принадлежал Форду, 42 тысячи рабочих мест, 3,5 тысячи гектар площадью и сборочная линия длиной 1,5 километра. И так как Форд немножечко так понимал в конвейерной сборке, с конвейера этого завода каждый час сходил бомбардировщик. 25-тонный, сука, бомбардировщик собирался полностью от набора болтов и гаек до целого бомбардировщика за 60 минут. Крайслер тоже не обламывался. И собирал танки, и самоходные установки, и всякое вот такое. И работал он на Детройтский арсенал. Если кому интересно, загуглите. Но вот просто факт. За весь период войны Крайслер собрал 90 тысяч боевых единиц, танков и самоходных установок. Давайте не так. Весь Советский Союз за все время войны, включая танки, самоходные установки, все, создал 95,5 тысяч единиц. А тут только Крайслер 90. Я думаю, так понять не будет. Их не бомбили, у них ничего, они просто производили военную технику, зарабатывали на этом деньги и все. И после войны они еще вышли победителями, и им достались военные репарации, территории, заводы, оборудование, все, что можно было вывести со стран проигравших, вот все можно было спокойно увезти в Штаты. Короче, бабла было просто жопой жуй. И вот именно в этом кроется причина того, что мы с вами называем золотым веком автомобилестроения. 50-е годы. Когда я слышу фразу «американский автомобиль», у меня в голове появляется не вот это вот современное говнище, а автомобили 50-х и 60-х, дети Детройта. Бьюик Родмастер, Кадиллак 62-й серии, начиная с 4-го поколения, безумный совершенно Крайслер Таун & Кантри, Chevrolet Bel Air, Chevrolet Impala, Chevrolet Del Rey, Cadillac DeVille, Ford Del Rio, F-Series первого поколения, вы только посмотрите на него, вы только посмотрите, какой он. Ford Thunderbird и, конечно же, Ford Mustang, Dodge Charger, Chevrolet Camaro. И так далее. Таких машин было просто невообразимое количество. Бензин стоил как вода. Все, что было меньше 5-литрового V8 за мотор, в принципе не считалось. И у автомобилей тех времен был 3-годичный цикл производства. Сейчас у нас у каждой модели, у каждого большого производителя 7-летний цикл производства. То есть у вас выходит тачка, через 3-4 года у нее рестайлинг, потом новая модель. А тогда было 3 года. И это было стандартом, который нарушать было совсем нельзя. Ты бы не успел просто за конкурентами, если бы так долго выпускал автомобили. Люди настолько оголтело сметали все, что Cadillac 62-й серии менялся каждый год. Каждый год менялась либо внешность, либо мотор, либо и то сразу. И вот сейчас, вот в октябре, сейчас вот актуален снова вот этот мем, что все лохи ходят с прошлогодними айфонами, с гаджетом за $600-1000. А тогда так было с автомобилями. Если у тебя был прошлогодний Cadillac 62-й серии, все, ты лох, иди гуляй. С автомобилями за десятки тысяч долларов, а не с каким-то сраным телефончиком. У Крайслера, например, существовала рекламная кампания, в которой они гордо заявляли, что наши автомобили самые неэкономичные автомобили на свете. И их из-за этого хотели. Они жрали бензин как не в себя, и люди хотели себе такую тачку, потому что это было супер престижно. Современным мозгом это вообще не понять. Каково, типа,
40 литров, беру, огонь, мое, подходит, 35, вот ты лошара-то, вот у меня с ракет жрет, ну типа, чё? Именно в этот момент зарождается культ автомобилей. Именно в этот момент зарождается тот образ, о котором мы с вами все мечтаем. Это хайвей, который уходит за горизонт, ты за рулем 6-метрового купе, у которого под капотом V8, и ты куда-то себе вдаль типа пилишь. Вот именно тогда зародился этот культ, и если у нас с вами это какая-то типа несбыточная мечта, то тогда все так жили. У них у всех это было. У них были 6-метровые купе, огромные невозможные моторы и вот эти хайвеи, типа уходящие в горизонт. Именно в тот момент, в 40-е и 50-е годы, прокладываются абсолютно все магистрали по всем штатам. Про автомобили сочиняли песни. Вот, например, Дина Шор поет про то, что вам срочно нужно отправиться в путешествие на своем «Шевроле». See the USA in your Chevrolet. The Rockies way out west are calling you. Oh, it's a honey, get in the know. This new Chevy has go, 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 go. Life is completer in a Chevy. Life is amazing in a Chevy. Yes, of course! Она просто в современном крузе не сидела. В это же время начинают массово плодиться автомобильные клубы. И вот если Ford Model T дал возможность иметь автомобиль, то американские автомобили 50-х дали людям возможность в них влюбиться. Об автомобилях говорили, о них мечтали. Вокруг них был построен весь образ жизни. В 1945 году американцы владели 25 миллионами автомобилей. В 1955 году их было уже 52 миллиона. Автопарк фактически удвоился за 10 лет. И автомобили были прям наркотой для людей в тот момент. А Детройт был их дилером, который постоянно снабжал их новыми дозами. Но пока топ-менеджмент Ford, GM и Chrysler упивались своим успехом и жировали как только могли, ситуация начала немного меняться. По сути, все это великолепие в целом, и Детройт в частности, прикончило довольно большое совпадение факторов, которые друг от друга не зависели. Как это всегда бывает, вся молодежь, которая родилась там типа в 50-е или там в конец 40-х и подрастала вот во время вот этого безумия, в возрасте там типа 17-20 лет начала пропагандировать диаметрально противоположные ценности. Зарождалась одна из самых массовых культур в современном мире – хиппи. Все они хотели достичь просветления, нирваны там, за счет медитации, марихуаны, алкоголя, посиделок с гитарой у костра и так далее по списку. И как вы можете догадаться, в списке этих ценностей как бы про V8 ни слова. Плюс хиппи считали, что самый лучший вариант проживания — это общины. Типа есть общая территория, все общее, ничего никому не принадлежит, все делятся друг с другом, тра-ля-ля. И в этой концепции точно так же владеть своим автомобилем было довольно странно. Поэтому никто из них о своем личном новеньком Кадиллаке не мечтал. Что сделало руководство Большой Тройки на это? Правильно, забили хер. Мол, сейчас эти студентики там накурятся, перепьются, перетрахаются, потом включат мозги, найдут себе нормальную работу и купят, наконец-то, наш новенький продукт. Наш новенький V8, и все будет классно, можно не переживать. Официант, неси шампанское. И в 1956 году, когда все еще жируют, продажи растут, все кайф, случается точка невозврата. Без объявления войны и предупреждений закрывается фабрика Packard. Не Hewlett Packard с принтерами, а вот Packard, производитель автомобилей. Про этого производителя я специально не говорил в начале ролика, чтобы оставить его на десерт тем, кто еще не уснул и дотерпел вот до этого момента. Packard — это американский Rolls-Royce. Компания основана в 1899 году, и вот, по сути, она была, американским Rolls-Royce. И угадайте, какая фамилия была у чувака, кто ее основал? Правильно, Packard. Его звали Уорд. И до 1928 года Packard занимал лидирующее место по производству люксовых автомобилей в США. И они даже довольно приличными объемами поставляли в Советский Союз. Так, стоп, в смысле Советский Союз? Там же коммунизм, равенство, вот это все, ни у кого же денег нет, все в порядке, да-да. Просто в госучреждения закупались Паккарды. Для народа тогда автомобиль был в принципе явлением таким, что
ебать, коробка сама едет. Типа, и у них же не было, типа, понимания, что это люксовый это автомобиль, не люксовый, просто автомобили уже чудеса. Новая модель запорожца, все нормально, не переживайте. Просто больше половины госпарка на тот момент состояла из Паккардов. А так, конечно, равноправие, коммунизм, печеньки, вот это все. Есть даже легенда, что некоторые детали Паккарда использовались при проектировании самого первого советского автомобиля ЗИС-110. Но эту легенду мы как-нибудь рассмотрим потом, потому что там тоже длиннющая, история. Но в период Великой депрессии Паккарду довольно сильно поплохело, потому что у него были только люксовые автомобили и никакие более. Спрос упал просто в плинтус. И если у большой тройки был вариант предложить какой-нибудь бюджетный вариант там, или так далее, и они как-то выезжали за счет этих продаж, Паккарду было нечего предложить людям. Поэтому они принимают решение двинуться в сегмент более бюджетных автомобилей, где они на протяжении последующих 20 лет будут год за годом проигрывать конкуренцию большой тройки, просто потому что у тех в этом плане больше опыта и ресурсов. Из-за того, что они начали размывать бренд, они начали терять своего изначального клиента. Если сейчас Rolls-Royce создаст какую-нибудь модель на основе Toyota Corolla, то это будет последний день для Rolls-Royce. Это очевидно сейчас, но не было очевидно Паккарду в 20-е годы. В 1948 году, когда все производители уже гонятся за нереально крутым внешним видом, Паккард выпускает 23-ю модель, которая в народе получила прозвище «перевернутой в ванну». Ну типа это был реально очень странный автомобиль с точки зрения дизайна. На фоне остальных это вообще херня собачья была. И в этот момент, когда компания балансировала на грани рентабельности, продаж, вот этого всего, в пропасть ее толкнули ее же рабочие. Помните, я говорил про профсоюзы? Знакомьтесь, Уолтер Рейтер. Про этого чувака, как ни странно, в Рунете практически нет никакой информации. И это было для меня очень большим удивлением, что про этого человека невозможно что-то найти на русском языке. И сейчас вы поймете почему. Он воспитывался в семье немецких иммигрантов. И батек был немного повернутым социалистом и постоянно нагружал своих детей вопросами там, типа равенства, прав женщин, коммунизма и всякой такой фигни. И в 19 лет Уолтер решает, что надо уже валить из дома. И приезжает устраиваться на завод Ford. Прикол в том, что в тот момент минимальный возраст для того, чтобы вам стать рабочим на Форду, был 25 лет. Но Уолтер так сильно понравился мастеру смены, что тот написал в документах, что он почти пенсионер, и принял его на работу. Очень быстро Уолтер стал самым высокооплачиваемым работником на заводе Ford. Только лишь потому, что он очень умело читал технологические карты и нормативные документы. Как мы с вами видим, за 100 лет практически ничего не поменялось, судя по современной продукции Форда. Если ты умеешь читать, то ты уже будешь гарантированно самым лучшим работником месяца. В 1927 году, когда Уолтер уже довольно давно работает на заводе Ford, происходит интересное. Заканчивается производство Ford Model T, и Ford, как настоящий производственник, который не привык ничего выкидывать, продает сборочную линию вместе с рабочими в Советский Союз. Рабочие предназначались для того, чтобы просто, привезти, собрать и наладить сборочную линию. И да, ГАЗ начался со сборочной линии Ford Model T. Первые модели, которые выпустили ГАЗ, это был, собственно, ГАЗ-А и ГАЗ-АА. Как батарейки, блять. И это были просто перелицованные и очень криво собранные Ford А и Ford АА. И вот кучку рабочих во главе с Уолтером, потому что он единственный умел читать, отправили налаживать производство к нам в Советский Союз. И вот тут-то Уолтер охуел, потому что минус 30, неотапливаемые бараки, работники живут просто в невообразимых условиях, руководству и всем максимально на все насрать, никто ничем не управляет и никто не берет на себя никакой ответственности. И никто руководить-то ничем не умеет. Как мы с вами помним, примерно лет 15 назад, до этих событий, всех людей в стране, кто умел руководить и хоть что-то понимал в производствах, их всех расстреляли, раскулачили, вот это все. Уолтер каждый день писал письма в СМИ, в комитеты, чтобы хоть как-то обратить внимание, что работники живут минус 30, ничего не топится, всем насрать. Welcome to Russia. Что ты хотел? И так как у Витька, а я думаю, он очень быстро стал Витьком после того, как приехал к нам в Советский Союз, была полная страховка от Форда и бешеный огонь в глазах, он отправился в путешествие после выполнения своих обязательств. Он 2 года там ставил конвейерную линию, и после этого он решил путешествовать на велосипеде. На велосипеде!
Типа, чувак участвовал в запуске завода, у них потом все это получилось, он посмотрел, что они собрали, и он такой: о, пацаны, в жопу, я на велике поехал, типа. Этот здравомыслящий путешественник, еще раз, на велосипеде отправляется в Турцию, в Иран, в Индию, в Китай. Каким-то образом потом добирается до Японии, там нанимается матросом на какое-то там грузовое судно, которое идет в Штаты, и возвращается обратно домой. И обнаруживает своего родного брата за тем, что он как раз-таки устраивает профсоюз. А так как Витек насмотрелся голодных ужасов СССР в минус 30 и все такое, плюс еще проехал по странам и изучил опыт рабочих там, он этой идеей очень сильно загорелся. И он в этот момент решает посвятить себя борьбе за права людей. Почему я так издеваюсь, над этим вы поймете потом. Но вот его цитата. «Все люди на Земле жаждут простых вещей. Работу с определенными гарантиями, огромных возможностей для их детей и, конечно же, свободы. Мы чувствуем, что можем внести свой вклад в общее дело и помочь американским рабочим построить сильные и демократичные профсоюзы. Вот почему мы пришли в профсоюзное движение». Рассказываю я вам про этого кренделя потому, что результатом его судорожной деятельности станет UO, United Automobile Workers. Это американская организация профсоюзов, которая работает и до сих пор. И ее называют в том числе одной из самых главных причин падения Детройта. Началось все, в принципе, очень даже адекватно. Первая забастовка, точнее, первая акция случилась на заводе Келси Хейс, которые снабжали завод Форда и конвейер Форда тормозными барабанами и колесами. Витек и его брат убедили рабочих организовать забастовку, прекратить производство, все, перестать работать, в ответ на требование руководства ускорить конвейер. Рабочие вроде бы как постоянно там теряли пальцы на производстве, а то и целые конечности. И по идее вместе с увеличением скорости конвейера можно было точно так же увеличить скорость потери пальцев типа у рабочих. И поэтому надо было срочно бастовать и тормозить предприятие. Короче, по итогу рабочие согласились, прекратили работу, собственно, встал конвейер, и к ним еще подключились обычные люди, которые просто там, видимо, семьи, друзья и все такое, которые блокировали выходы на фабрику и не пуская менеджмент туда. И спустя 10 дней такого движа руководству Келси пришлось удовлетворять, собственно, требования рабочих, потому что все-таки дяде Форду нужны были барабанные, типа тормозные барабаны и колеса, потому что там тоже как бы конвейер, надо, чувак, сейчас встанет самый главный конвейер, будет больно. И результатом всей этой забастовки стало, что в итоге конвейер был замедлен, а руководство не имело права уволить бастующих людей, потому что они как бы присоединились к UO, и договаривался завод именно с UO. И это было как бы условием прекращения забастовки. И это совершенно тупейшая ситуация. Ты строишь производство, ты строишь завод, ты нанимаешь людей на работу и на условия, на которые они согласились, платишь им зарплату, в какой-то момент приходит Витек, все это дело встает, ты несешь охреневшие убытки, заставляешь искать Форда дополнительного поставщика, тем самым на будущее уменьшаешь свою прибыль, замедляешь конвейер, и ты не можешь уволить этих рабочих. Если они будут бухать, косячить, не приходить на работу, ты не можешь их уволить. Иди перетирай с Витьком, а Витек уже будет решать, можно кого-то уволить или нет. После этого события UO начинает официально существовать и начинает сразу бить в верхушку. В тот момент, в 1936 году, самым большим производителем был GM. И 31 декабря 1936 года начинается самая большая сидячая забастовка на заводе GM во Флинте. Сидячая она потому, что рабочие в прямом смысле прямо на заводе сели на жопу и сидели прямо в помещениях. Все, 31 числа они такие: все, Merry Christmas, мы сидеть. Но руководство не обломилось и взяло, отрубило на ночь отопление в заводе. Пацаны, посидите, померзнете. Но, опять же, так как коммунизм, вот эти идеи коммунистические, народ, рабочие, все волновались, все бастуют, пример СССР, Европа, это все, всполошить рабочих было очень просто. И поэтому рабочих, бастующих во Флинте, стали поддерживать ребята из других заводов. Через несколько дней точно так же на жопу, на пол уселись рабочие на детройтском Флетвудском заводе, который производил моторы для кадиллаков. Дальше пошла цепная реакция.
Окленд, Калифорния, Понтиак, Мичиган и Сент-Луис, Миссури. Рабочие по всей стране поддерживали парней во Флинте. Как обычно бывает в таких ситуациях, пришла полиция и попыталась как-то дело это все организовать, что ребята, давайте, может быть, разойдемся, что вы тут сидите, вас там дома ждут и так далее, но никакие переговоры не были успешными, потом в какой-то момент пошли дубинки, пули, тра-ля-ля, 13 рабочих в итоге ранены, но завод не отдали. Тут даже пришлось вмешаться мэру с 2000 гвардейцев просто, чтобы обеспечить безопасность. Не чтобы прийти и расстрелять всех к херам, а просто чтобы никто никого не поубивал, потому что накал страстей был, чудовищный. Новый год, холодно, блин. Без отопления завод стоит, там народ внутри сидит. Так себе ситуация. Но GM сдался только после того, как на жопу сели работники завода, который единственный производил моторы для Chevrolet. Chevrolet это был самый, бюджетонаполняющий бренд на тот момент, и от этого бренда зависела судьба всей компании. И вот когда там уже рабочие уселись на жопу, все, GM сдался и пришлось соглашаться на все условия и подписывать все документы с UAW. Забастовка длилась 44 дня. И Рой, брат Витька, после того, как все закончилось, говорил: когда парни вышли из предприятия, я никогда не видел такой ночи и уже, скорее всего, никогда не увижу. Как будто бы целая страна обрела независимость. Семьи воссоединились впервые после начала забастовки. Дети бросались в объятия к отцам с слезами радости на глазах. Это было море человечности, в котором уже не существовали страхи в головах рабочих. По итогу этой забастовки с GM подписывается совершенно лютейший адовый документ. Realtors Friday of Detroit. Не знаю, нет смысла его переводить, но самое главное, что этот документ наделяет UAW правом и местом в руководстве концерна. В обмен на обещание 5 лет не проводить забастовок. Осмыслите это. Витек вместе с своим братом Роем, организовав масштабные забастовки на всех заводах GM, отжимают себе полноправное место в правлении концерна. Думаете, они на этом остановились? Нет, конечно, уже спустя 4 недели на жопе сидело 60 тысяч сотрудников Крайслера. И он тоже вступил в UAW с теми же самыми условиями. Проблема в том, что с конвейерным методом сборки забастовка — это самое страшное, что только может произойти. Прикиньте, все детали, все комплектующие на всей сборочной линии — это продукты других производств, где точно так же свои конвейеры. И если главный конвейер встает хотя бы на 1 день, а тут месяцы, пушным зверьком накрывается абсолютно вся система. Дилеры не получают своих автомобилей, им становится нечем платить зарплату менеджерам, во-первых. Во-вторых, клиенты приходят в салон, тачек нет, они уходят к конкурентам. И, соответственно, падает вообще вся репутация бренда и спрос на автомобили. С другого конца у всех поставщиков тут же встает сбыт. И им точно так же нужно либо тормозить свое предприятие и, соответственно, не платить людям зарплаты, увольнять там их и так далее, либо работать на склад. А для этого нужны оборотные средства. А их тоже нет, потому что сбыта нет. И вот такой застой хотя бы на одном из звеньев конвейеров сразу кладет абсолютно всю систему. И восстановить потом работу абсолютно всех компаний просто титаническая работа. И вот подумайте на секундочку. Если UAW обладала таким мощным инструментом воздействия на бизнес, стали ли бы они им пользоваться в личных интересах? Нет, вы что, нет, конечно же, им уже все только благо рабочих, вот это все, нам важен мир во всем мире, вот это равенство, ой, да, извините, вон там мой Rolls-Royce подъехал, я пошел. Единственный, кто отсекал, что происходит, был Форд, потому что этот перец понимал в социологии и в политике куда больше, чем все остальные автопроизводители. В его правлении был очень забавный чел, Гарри Герберт Беннет. Блин, его имя, как у настоящего гангстера такое. И по факту он был, это как Валуев, только умный, вот, аналог. Он там боксер, вояка морского флота, и в правлении он, собственно, отвечал за безопасность абсолютно всех заводов, компаний, тра-ля-ля. Короче, свой личный чоповец.
Чё, бля, иди сюда, бля, ща пизды дам, бля. Вот такой чувак был в правлении. Про этого персонажа есть забавный факт. Как и подобает настоящему повернутому вояке, он был параноиком. Ему всегда казалось, что за ним следят, могут напасть и убить. И вот посмотрите на дом, который он сам себе выстроил в Мичигане на Потерянном озере. Это была самая настоящая неприступная крепость. Весь дом был окружен рвом с заостренными деревянными кольями. К дому единственная дорога вела через мост, внутри которого была заложена взрывчатка. Ну, так, на всякий случай. На крыше находилась башня с постом охраны, на которой постоянно дежурили вооруженные охранники. В случае нападения в доме была секретная лестница, по которой можно было выбежать в подземное убежище, выходящее к озеру, которое можно было пересечь на лодке и скрыться. У лестницы был разный шаг ступенек, чтобы у людей, которые могли преследовать Беннета, были все шансы поломать ноги в темноте. А сам Беннет постоянно тренировался, бегая по этой лестнице взад-вперед, чтобы запомнить шаг каждой ступеньки. И вот такой абсолютно психически здоровый человек руководил безопасностью завода Ford. Помните про голодный марш, о котором я говорил в начале, где полиция и охранники стреляли по рабочим? Вот этой операцией как раз таки и руководил Гарри. У этого парня были полномочия, которые ему дал лично Форд, пугать, угрожать, увольнять и даже избивать любого работника, который публично или тайно высказывал одобрение идеям профсоюзов, там, социализма, этого всего. Вот как только кто-то что-то заикался, что «а мне права», тебе сразу в щи прилетало. При этом, на минуточку, рабочие Форда были самыми обеспеченными, со страховками, с медициной, со всей фигней. Не стоит. Это я тут прикалываюсь, конечно, но тем не менее, рабочие Форда были в очень классных условиях, как сотрудники. После того, как Крайслер пал перед Йоу, единственный, кто остался, был Форд. И, соответственно, он стал главной мишенью. Но у него на заводах было настолько все хорошо организовано, что агитаторам было просто туда не прорваться. Плюс работники все, так или иначе, дорожили своим местом, потому что они понимали, что у других-то хуже. У других реально хуже. Будут и платить меньше, и издеваться сильнее. И Йоу тут никак не поможет. И в итоге Витек придумал совершенно гениальную хрень. С точки зрения пиара, маркетинга и так далее. Он вместе с кучей журналистов приперся, плюс еще со своим братом, там еще с какими-то людьми, с толпой, приперся на проходную к Ford River Rouge Complex. Это самый большой завод в мире на тот момент, который принадлежал Форду. Это просто огромнейшая, техническая машина была. И они, собственно, на проходной стали раздавать листовки. Юнионизм, not фордизм. Хрен знает, как это перевести, но смысл, я думаю, вы понимаете. Так как фактически они со своей толпой ничего не нарушали, их и никто не трогал. Гарри Беннет со своими парнями спокойно стоял на проходной, они там все, листовки, но ничего не происходило. И Витек, видя, что никакого накала страстей не происходит, парни все стоят спокойно и не рыпаются, тут журналисты, фотки, надо что-то делать, нужна движуха, он берет с собой 3 лидеров Йоу и ломится сквозь проходную, мост такой был, он сквозь, пытался залезть наверх на мост, А вот этого уже было делать нельзя. Вот это уже не надо. И, само собой, охрана его попыталась остановить. Но, ребята очень сильно сопротивлялись, завязалась потасовка. И вот Витек под вспышки фотокамер и видеокамер выхватывает сочнейших пиздюлей от охраны. Как вы можете заметить по этой фотографии, его соратнику, Ричарду Франкенштейну, да-да, у чувака очень забавная фамилия, досталось сильно больше, но про это никто не вспоминает. Пресса всегда говорила только о Витьке. Так-то ничего страшного не произошло, ему просто разбили нос. Но, размазав кровавые сопли по белой рубашке, Витек снова укрепляет свой образ человека, который до последней капли крови борется за права рабочих. И срочно объединяйтесь, иначе так Форд сделает с каждым из вас. Пресса, с радостью вывернув всю эту историю в то, что Форд тиран насилует людей, а по ночам доедает младенцев в подвалах, понесли этот бред как красное знамя абсолютно по всем изданиям. Форд, естественно, пытался всеми возможными методами, как-то логически или еще проще, отмазаться от всех объявлений, но против слов журналов Forbes, Life, Fortune не попрешь. 4 года бурлило говнище. 4 года Форда поливали грязью из всех окон. И так как его компания все-таки несла убытки из-за этого, в 1941 году Форд точно так же принимает условия Йоу. Йоу моментально стали политическим инструментом. И, лично мое мнение, что как раз-таки права рабочих и прочее, это было на втором плане. В правлении половина была коммунистами в Йоу. И мне кажется, что самая главная идеологическая херня это было противостояние идей коммунизма и капитализма.
Мол, что это вы тут все зарабатываетесь, подвиньтесь, мы тоже хотим. На секундочку, рабочие реально работали по 30 часов в неделю, то есть не 8-часовой рабочий, а 6-часовой рабочий день. И получали вдвое больше, чем весь рынок. И это было не заслугой Йоу, это было до них. Но при этом Йоу лезла абсолютно во все процессы, в которые только могла, и пыталась там как-то что-то нарукожопить. Как пример, Витек вот как-то придумал очень интересную программу, которую назвал 30-40. Это значит, что нужно оставить 30-часовую рабочую неделю рабочим, но зарплату при этом платить как за 40-часовую. Типа, за счет чего? Давайте просто так увеличим фонд оплаты труда на 33%. И на что производитель? Так может быть мы как-то там ускорим производство или еще? Не-не-не, ни в коем случае ничего ускорять нельзя, мы будем бастовать. Нет, просто мы хотим работать так же, как всегда, просто больше денег получать. И слава богу, ее не приняли. Но, блин, вот просто как вам, типа, нормальная программа или нет? И, кстати, помните, что первый контракт Йоу обещал не бастовать 5 лет? Угадайте, чем отпраздновал Йоу 5-летие этого контракта? Правильно, 113-дневной забастовкой на заводах ЖЭМ. Да, давайте мы на 3 месяца, на 4 даже месяца почти просто вам закроем производство нахрен. Денежки при этом платите, а то и 5-й месяц будем бастовать. Как вы можете догадаться, Йоу подмяла под себя абсолютно всех. И если большая тройка за счет своего объема продаж большого и прочего еще как-то могла держаться на плаву, то вот бедняга Паккард-то не выдержал. Мы же из Паккарда вообще в эту тему-то перешли. Вы со мной? Там как-нибудь еще, вспомнили про Паккард быстро. Сначала встал завод Бентрикс на недельную забастовку, который поставлял тормоза для Паккарда. Потом встал завод Брикс, который поставлял кузовные запчасти на Паккард. И потом уже, собственно, сам конвейер Паккарда точно так же сел на жопу ровно, и все, сидим, бастуем, ничего не делаем. На фоне конкуренции и довольно серьезных ошибок в маркетинге вот эти забастовки наносили уничтожающие удары по компании. В предсмертной агонии, лишь бы не избежать банкротства, Паккард задумывает сделку с Studebaker. Они решают купить компанию Studebaker, которая уже на момент сделки, это был довольно большой бюджетный производитель, и по идее объединенная компания Studebaker-Packard должна была стать 4-й после большой тройки и составить им конкуренцию. И в принципе это была перспективная штука. Но проблема в том, что менеджмент Studebaker подделал абсолютно все отчетности, скрыл убытки и долги компании от руководства Packard. И вместо возможности к росту и какой-то перспективе Packard себе купил огромную зияющую черную дыру в финансах. И к 1956 году это приводит к тому, что огромная фабрика Packard закрывается. Комплекс мгновенно опустел. И можно сказать, что стал символом приближающегося краха, потому что находился он прямо в центре города. В пике производства на нем работало 40 тысяч человек, а после того, как Packard рухнул, этот комплекс остался невостребованным. У вас в середине города просто появилась огромная заброшка, которая, во-первых, привлекала абсолютно все нелегальные организации, скажем так, там, типа бедняков, нищих и траля-ля, и наркоманов. И там кто-то что-то пытался периодически снимать кусками, как-то оптимизировать, но так или иначе, Packard умер сразу, безвозвратно. И вот этот весь комплекс до сих пор стоит заброшенный, даже с теми же самыми еще вывесками, символами и так далее. И вот сейчас все то, что я вам описывал до этого, вся эта картинка большая, начинает схлопываться. В 1956 году удар первый — закрытие фабрики Packard. 1957 год — мировой кризис перепроизводства. Досталось абсолютно всем. То есть экономика всего мира очень сильно зашаталась и всем поплохело. Производство за один год обваливается более чем на 12% по всей стране, в среднем. В Детройте этот показатель был выше. К этому кризису еще также добавился кризис мировой торговли, который очень сильно снизил товарооборот между различными странами. Любой кризис — это всегда сокращение рабочих. И в Детройте это было очень заметно. Именно с 1957 года население Детройта начинает стремительно падать, потому что всех перестают уже оголтело нанимать на работу. Наоборот, работников увольняют, улицы потихоньку начинают наводняться нищими, безработными людьми, а все производства начинают оптимизировать, потому что никто не хотел повторить судьбу Паккарда. Удар третий. Помните, я вам говорил про приток чернокожего населения в город? Вот в 60-х годах они как раз-таки сыграют свою важную роль. К этому времени фактически каждый 5-й житель города чернокожий. И большинство из них откровенно нищие люди, которым не нашлось места под солнцем или которых уволили
с какого-либо производства. 60-е это все еще то время, когда чернокожие подвергались очень серьезной дискриминации. И этот вопрос на самом деле всегда очень остро стоял в Соединенных Штатах. В 63-м году Мартин Лютер Кинг толкает свое знаменитое «I have a dream». We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Движение за равноправие чернокожего населения все больше и больше набирает обороты, а с учетом того, что в Детройте белое население всегда вело образ жизни такой на показ, там всегда были дорогие машины, праздники, очень такие пышные здания и все в подряд, атмосфера начинает немного накаляться. Добавьте еще к этому постоянные забастовки, разгон этих забастовок полицией, и ситуация в этот момент становится просто взрывоопасной. Достаточно спички, чтобы все просто вспыхнуло. И этой спичкой стал безобидный рейд полиции в один из нелегальных баров, который назывался «Слепые свиньи». Это не я придумал, это реальное название. На тот момент в городе существовал комендантский час, и для полиции было совершенно стандартным занятием, типа после комендантского часа шататься по районам, ты находишь там какой-нибудь бар, там сидит 5 пьяниц, ты их затаскиваешь в машину, увозишь, оформляешь, через день отпускаешь. Ничего такого, все привыкли. Но тут в «Слепых свиньях» оказалось 82 человека, которые праздновали возвращение своих друзей с Вьетнамской войны. Да, в тот момент еще Вьетнамская война шла, холодная война шла, и если бы я еще и про это вам про все рассказывал, то у нас тайминг был бы вообще просто какой-то невозможный. В итоге арестовали всех, и народу это очень не понравилось. Мгновенно организовалась огромная толпа зевак, которые вот все это действие очень сильно не понравилось, и они, чтобы как бы выместить свое недовольство, пошли громить абсолютно все, что попадалось под руку. Уже на следующий день, на следующее утро весь город был охвачен беспорядком и хаосом. Люди громили витрины, поджигали машины, грабили магазины, и всего в беспорядках приняло участие более 10 тысяч человек. Это событие вошло в историю как Детройтский бунт. И это единственный момент в истории США, когда правительству пришлось использовать военных для того, чтобы подавить бунт. Всего потребовалось 8 тысяч солдат, 4,5 тысячи десантников и танки. Типа они на танках в город приехали, чтобы просто успокоить людей. Общий итог такой: 43 погибших, 407 пострадавших, из которых гражданских только 182 человека. Остальное это полицейские, пожарные и военные, которые пытались погасить пожары, которые пытались хоть как-то типа успокоить людей. 412 домов сожжено и 2500 магазинов разграблено. И вот представьте, вы белый человек, представитель среднего класса, просыпаетесь себе с утра в воскресенье, наливаете чашечку кофе, подходите к окну, открываете занавеску и видите, как бунтующие жгут ваш автомобиль, выносят вещи из соседнего магазина, и в это время по ним стреляют из танков. Какая ваша была бы реакция на все это? Ну нахер. Именно таким образом все здравомыслящее население и поступило. Начался отток платежеспособного и, что самое важное, образованного населения из города. Валили абсолютно все. Уже к 70-м годам, всего лишь через 3 года после бунта, чернокожим уже был каждый второй житель города. Удар 4. Конкуренция и связанные руки руководства Большой Тройки. К этому моменту уже все понимали, что индустрии нужно меняться. Рынок падает, производство и спрос падает, и руководству Большой Тройки нужно было принимать решения, но ЮО бойкотировала абсолютно любое из них. Если хоть что-то касалось реорганизации производства, или там снижения зарплаты, или еще что-то, все это тут же бойкотировалось. ЮО уже давно был политическим инструментом там, со своими депутатами, там, типа лозунгами и всем в подряд. И самая большая проблема, что они думали на серьезных щах, ЮО, что они умеют руководить бизнесом. Но нет. В правлении Большой Тройки были талантливые люди, но у них были связаны руки, потому что ни одно решение не могло пройти. И плевать было всем, что без автопроизводителей, без этих компаний не существовало бы ни ЮО, ни этих рабочих, ни рабочих мест, ни производства, ни Детройта вообще. Всем было плевать. Вот до этого момента, ну катило же раньше. Значит, и сейчас прокатит все в порядке. К тому же, на этот момент, за все 70 лет существования американского автомобилестроения, они не знали, что такое конкуренция с другими странами.
Они не знали, что такое конкуренция с идеологиями других автомобилей. Все, что они могли, это соревноваться между собой тем, что приделать еще 1 метр там, железа к автомобилю, засунуть туда еще больший мотор, большего объема, назвать это все престижем, который вы вообще о нем даже думать и мечтать не могли, пожалуйста, покупайте. Все, что умели американские автопроизводители на этот момент. И помните, еще я говорил про хиппи? Вот к 70-м годам вот эти все молодые наркоманы уже составляли основное ядро общества. Они составляли средний класс. Они составляли вот ту опору, на которой, стояла вся американская экономика. И за 20 лет американские производители так и не могли услышать их ценности. Они не слышали того, что этим людям эти автомобили уже не нужны. И летом 1949 года, за 20 лет до 70-х, до того момента, о котором я вам сейчас рассказываю, первый Volkswagen Жук пересек Атлантику. Про историю создания этого автомобиля у нас был предыдущий ролик. Если вы вдруг его не видели, обязательно зацените. И сказать, что Volkswagen Жук на фоне автомобилей 50-х американских был убожеством, это ничего не сказать. Лада Гранта на фоне пятерки BMW тоже так себе выглядит, и сравнивать особо их смысла никакого нет. Стоил он дешево, мощность была 25 лошадиных сил, и кроме, собственно, цены и маленького расхода топлива, никаких конкурентных преимуществ у него не было. А в 50-х они нафиг были никому не нужны. Напомню, если у тебя тачка в то время сжирала менее 20 литров на сотню, то ты был не экономичным, практичным человеком, а нищим долбаном. Поэтому в первый год было продано... Есть идеи? Сколько? Великий автомобиль Гитлера, который самый популярный автомобиль в мире, который изменил автомобильную индустрию. Сколько продаж было в первый год? 2. Не 2000. 2. Просто 2 Жука. Продали за 49 год. Кто тот героический, менеджер по продажам? Прикиньте, у тебя есть две возможности в год поесть. Ты 2 раза в год видишь деньги. И то, как их несут люди в кассу, не тебе. К тому же, на протяжении всего существования Большая Тройка никогда не задумывалась о том, что людям могут быть нужны маленькие автомобили. В принципе, как явление, жен, по городу перемещаться, еще что-нибудь. То есть, вообще они не могли додуматься. Они думали, что нужны прям огромные корабли и только. И спрос-то на эти маленькие машинки был. Просто у Жука была проблема в том, что никто не хотел покупать автомобиль Гитлера. Потому что все еще эта зияющая рана Второй мировой войны, она была в умах людей. Никто не хотел просто себя ассоциировать с этим. Но за 5 лет гениального совершенно маркетинга Volkswagen удается переломить эту мысль в головах у людей, и продажи начинают расти. В 1955 году Volkswagen открывает свой сборочный цех в США, а в 1959 году продажи уже достигают 120 тысяч автомобилей в год. Что интересно, 5-летний Жук на вторичке и 5-летний Chevrolet какой-нибудь седан здоровенный стоили одинаково. Но прикол в том, что изначально седан Chevrolet стоил в 2 раза дороже. Я всегда вам говорил и буду говорить, цены на вторички — это самый объективный показатель надежности, востребованности и вообще крутизны автомобиля. И хоть все и покупали новые седаны Chevrolet, вторичка все расставляла по своим местам. И Жук, и здоровенное такое корыто от Chevrolet стоили одинаково. И уже даже тогда, когда Жук был никому еще не нужен, и Volkswagen еще ничего не значил как бренд, уже тогда американцы обесценивались намного быстрее, чем немцы. И еще они обесценивались потому, что они были одноразовыми. Вот вы сейчас все орете, что сейчас автомобили одноразовые, ты его купил, потом выкинул. Это придумали в 50-х годах в США, когда спрос на автомобили был просто невозможно. Не каждый год, каждые 2 года нужно было, чтобы человек покупал новую модель. Поэтому они были одноразовыми, они были глючными, ненадежными, запчасти стоили конь. И к этому моменту, когда уже продажи Жука стали заметны, к 60-м годам, Большая Тройка начала потихоньку напрягаться. И ее ответом было это. Chevrolet Corvair. Самая дешевая модель Chevrolet на тот момент. По примеру Жука, они сделали этот автомобиль заднемоторным, с оппозитным двигателем 2.3 или 2.7, несколько вариаций было. И как вы можете догадаться, наспех спроектированный и собранный обленившимися американскими рабочими это сыграло только на руку Volkswagen. Жук был объективно лучше, прям лучше, несмотря на то, что он был на несколько лет старше. К тому же, как только Corvair сошел с конвейера, выяснилось, что он
переворачивается. Почему-то как бы инженеры не подумали, что на этом автомобиле все-таки будут ездить. И на трассах этот автомобиль очень легко переворачивался. И даже добавление дополнительного стабилизатора поперечной устойчивости в рестайлинге не решил эту проблему. Народ не получилось обмануть даже пропагандой журналов Time и Motor Trend, которые называли Carveyer просто гением инженерной мысли. Это самый, там было присвоено автомобиль года, еще там фигово гора премий, но за 10 лет существования этого автомобиля совокупный объем продаж был 200 тысяч экземпляров. В 60-е, в начало 60-х Жук продавался уже в объемах 100 тысяч автомобилей в год. Американцы сосай. А к концу 60-х, в 69 году было продано 550 тысяч Volkswagen Жук. Как мне нравится произносить это, Volkswagen красавчики. Но хоть это и были объективно большие объемы, в одиночку Volkswagen ситуацию бы не перевернул. Пока Volkswagen вовсю отвлекал внимание большой тройки, сзади к ним неожиданно начали подкрадываться очень злые и очень голодные Toyota, Mazda, Honda и Nissan. В 1957 году в США появляется вот это убожество. Toyota Toyopet Crown. Это первый японский автомобиль, который пришел на рынок Штатов. Японцы шли по пути копирования американских автомобилей. Вот как китайцы начали там в 2000-х годах копировать японские автомобили, также в свое время японцы копировали американцев. Они делали по факту просто подделки под американские автомобили, только намного хуже, намного страшнее и намного дешевле. И когда японские автомобили впервые только попали на рынок Штатов, они смогли вызвать только недоумение. Типа, как вот это может называться автомобилем? Типа, вы чё? Чтобы вы понимали, вот ну просто для примера, Toyopet Crown не мог передвигаться по большинству хайвеев американских. Почему? Потому что там есть перепады высот, и он просто не мог заехать в горку. У него был настолько слабый мотор, что просто при подъеме в горку он не тянул и перегревался. И к тому же вот этот Toyopet Crown стоил на треть дороже, чем Жук, который нормально, кстати, вообще везде ползал. Он был легкий, маленький, мотора хватало, и он не перегревался. Он был Volkswagen. Land Cruiser в 25-м кузове. В стране хиппи тоже нахрен никому не уперся совершенно, ну, типа, военизированный автомобиль. В стране мира и цветов он как бы 50 штук в год объем был, не тысяч штук. Вот, типа, сколько? 4 штуки в месяц, 1 в неделю. Покорили японцы и американцев. Но все изменилось в 1964 году. В этот год с конвейера сходит Toyota Corona третьего поколения. И начиная именно от этой тачки, можно сказать, что японцы поняли, что нужно европейскому и американскому потребителю. Она имела в базе кондиционер, агрегатировалась автоматом Toyo Glide, и к разработке дизайна они привлекли Батисту Фарина, итальянского дизайнера. На секундочку, одного из основателей такого никому неизвестного агентства, как Pininfarina. Его визитной карточкой было создание оригинального Альфа Ромео Спайдер. Вот этого автомобиля. Он вышел на 2 года всего лишь позже, чем Корона. И надо сказать, что японцы всегда делали какую-то неординарную и очень оригинальную рекламу своим автомобилям. И в случае с Короной они устроили испытания, в которых автомобиль должен был проехать 100 тысяч километров при скорости 140 километров в час по скоростной автомобильной магистрали Мэйшин. И она справилась без единой поломки. Для 1964 года это был просто разрыв шаблона, когда у тебя дешевый автомобиль с автоматом, с кондиционером не ломался на протяжении 100 тысяч километров. Это типа чё? Это как вообще? Любой американец 60-х годов развалился бы еще даже не доехав до этой трассы, как, собственно, и половина современных. И это сработало. Toyota начала продаваться. И дальше они миллиметр за миллиметром начали отжимать рынок. Появилась Toyota 2000 GT, которая на минуточку снималась в Агенте 007. И это тоже было... Я, наверное, я ж никому сейчас не открою тайну, что это тоже реклама. Пацаны, где вот фильмы, когда там тачка, это все реклама, это все проплачено. Детство кончилось. И потом появляется Toyota Corolla первого поколения. И уже к 1969 году совокупный объем продаж Toyota составляет 100 тысяч экземпляров в год. Параллельно с этим никому неизвестная и никому нахер не нужная компания с именем Honda внезапно со своей моделью S500 завоевывает первое место на Нюрбургринге в гонке на 600 километров. Еще раз. Гонка на 600 километров, Нюрбургринг, Honda первая. До этого никому не известно. А в 1966 году выходит автомобиль S800.
который выигрывает Формулу-2 11, блядь, раз подряд. Не за всю, а подряд. 11. Отличительной чертой Honda на тот момент была экономичность и экологичность, что, в принципе, и сейчас остается актуальным, но тогда это не сильно кому было нужно. Но, тем не менее, на тот момент Honda продавала самые маленькие и энергоэффективные генераторы. Плюс она еще производила суперкап, который является самым популярным транспортом, видом транспорта вообще в мире. Это такой мопед небольшой. Про него там Джеймс Мэй отдельную документалку как-то делал. И она была, собственно, компанией, которая занималась чисто вот этим. В автомобиле она вроде как даже не собиралась идти. И в 1972 году они привозят в Штаты первый Civic. И даже хрен с ним с автомобилем, самое важное там мотор с технологией CVCC. А важно это потому, что как только появился этот мотор на рынке, Ford и Chrysler сказали, что мы хотим такой же. Они поняли, что все, мы вот такое уже не создадим, потому что по своим технологиям экономичности и по энергоэффективности он был просто недосягаем для американцев. И они такие, ну что, придется покупать у японцев моторы. И вот с этого момента можно уже как бы ставить галку, что все, американцы подписались под тем, что они в моторостроении уступили японцам. Они, конечно, пытались создавать что-то конкурентное, но все попытки были очень, кривые. Там Ford Pinto, Ford Maverick, Chevrolet Vega, AMC Gremlin. Gremlin. Машина называется Gremlin. Мы ответим сейчас японцам, создадим бомбу. Gremlin. Иди покупай. Чё? Они реально очень странно себя вели в 70-е годы, и все их ответы, на фоне уже японцев и Volkswagen Жука были, очень странные. И в 73-м году вколачивается последний огромный гвоздь в крышку гроба Детройта. Топливный кризис. — 17 октября все арабские страны, члены ООО ОПЕК, это Египет, Сирия и прочие, прекращают поставлять нефть в США и ряд других стран. Нефть взлетает в цене, а с поставками начинаются перебои. И в один день культ V8 рушится, потому что цены на бензин взлетают. На заправках он не всегда в наличии. Даже в какие-то моменты было введено, что вот эта заправка работает только по вторникам. Это не мой мемасик, а это факт. То есть ты приезжаешь и можешь заправиться только один раз в неделю. Американские автомобили в одночасье становятся нахер никому не нужны. Их стоимость содержания, просто хотя бы эксплуатации, улетает в космос. И на этом фоне японцы и немцы, которые предыдущие 10 лет работали на то, чтобы сделать максимально экономичный и надежный автомобиль, становятся недосягаемыми. Как вы думаете, что же предприняли ребята из UO? Может быть, они же воротилы бизнеса, они же понимают, они же заботятся о работниках и вот это всем, чтобы у них была работа, рабочие места. Наверное, они заперлись в кабинетах, чтобы проектировать новый автомобиль, чтобы создать прям такую штуку, что прям вот все, точно, сейчас убьем японцев и немцев одним движением. Или, может быть, они начали думать над эффективностью производства, как улучшить конвейер, как снизить себестоимость. Да, конечно. Вместо того, чтобы всем собраться, договориться, подумать, и сделать что-то хорошее, они начали спонсировать антияпонские движения. Они начали покупать японские автомобили. Вдумайтесь в это, пожалуйста. Они начали покупать японские автомобили, выставлять их на днях города, на парадах, и начали давать всем желающим кувалду и возможность въебать по тачке. Не шутка. Собирались толпы людей вокруг несчастной Короллы или что-нибудь в этом духе, им выдавался молот, и они шли бить японский, автомобиль. Конкуренция, гениальное инженерное решение. Ща порвем их, пацаны. И вот это все, на что были способны UO и большая тройка под руководством этих профсоюзов. Новые технологии. Новая маркетинговая стратегия? Нет, бери кувалду, пошли пиздить Тойоту. Уволенным рабочим, конечно же, говорилось, что причина их увольнения — это не то, что у них руководство бездари и долбоебы, а то, что во всем виноваты японцы. Глобальный заговор, пришли японцы и порушили нахер нашу экономику. И им, как еще одно очень умное тактическое решение, тем, кто остался еще работать на заводе, выдавались наклейки на бампер автомобиля, на которых было написано Nissan, Toyota, Pearl Harbor.
Типа, в отсылку к вот тому самому, типа, кораблю сражения. И очень символично, что пример этой наклейки я нашел вот на таком вот, сука, очень ржавом Форде. Ну, это очень смешно, и это очень по-тупому. И как эти решения принимались на серьезных щах в руководствах, я представить не могу. Ну, как это выглядит? Что сидит круглый стол и такие... Наклейки. Мы сначала отпиздили Короллу, теперь наклеим наклейки. Отлично. И ладно бы только эти придурки из UO спонсировали вот эти движения и разжигали межнациональную рознь. Так их еще и поддерживали в высших эшелонах власти. Есть такой чувак Ли Якокко, председатель Крайслера на тот момент, и на совете Палаты представителей он как-то шутил, обсуждая японский вопрос, он такой: а не сбросить ли нам еще 2 атомные бомбы на Японию? Ха-ха, блядь, смешно пиздец, на 450 тысяч человеческих жизней. И идеальная шутка, просто отлично пошутил чувак. И естественно, на фоне всей этой пропаганды владеть японским автомобилем было довольно опасно. Но намного более было опасно, если вы владели японским лицом. И как бы это печально не было, но кульминацией всего этого стало убийство Винсента Чена, такого человека, в 1982 году. Винсент вместе со своими друзьями праздновал мальчишник перед свадьбой. На следующий день у него была, свадьба. И к его несчастью в баре вместе с ним находился Рональд Ебенс. Фамилию я не придумал. Рональд Ебенс. Со своим пасынком Михаэлем, не сильно важно. И этого пасынка недавно уволили из Крайслера. А Ебенс еще находился в руководстве. Он был там мастером, бригады. И в какой-то момент вот эти 2 упившихся в смерть человека решили, что вот же стоит Винсент. И вот в нем вся причина поражения американского автопрома и того, что пасынка уволили с работы, и то, что они получают меньше. Вот он стоит. Причина главная. И завязалась драка, в результате которой Винсент Чен погиб через несколько дней в больнице. Ирония заключается в том, что Винсент Чен был китайцем. Причина смерти человека просто в том, что ЮО и руководство пропагандировало, что на самом деле это не в нас косяк, а вот японцы. И если у вас был японский автомобиль, совершенно нормально было в то время, если вы выходили к нему утром, а он был с разбитыми стеклами, например, там, с проткнутой резиной, угнан, сожжен, разбит и так далее. Не потому, что ты плохой человек и что-то плохо, а ты купил не тот автомобиль. И в 1981 году, когда совокупный объем продаж японских автомобилей был уже очень приличным, американское правительство очень сильно напрягалось по этому поводу и думали, что бы сделать, и ввели законодательную норму, что объем импортируемых автомобилей в страну не может превышать 1 миллиона 680 тысяч экземпляров. Они таким образом думали ограничить объем продаж, чтобы расчистить поле для большой тройки. Вы помните эту, избитую фразу «все, что хорошо для General Motors, хорошо для Америки». Вот под этим лозунгом они, собственно, расчищали рынок. Но Honda сказала «лол, кек, чебурек» и открыла в 1983 году прям завод в Огайо. Недалеко от Детройта. Свой просто полностью построили. Ну ладно, импортировать нельзя, мы тут у вас собирать будем, какая разница. Только единственное, это что у японцев ЮАУ не было. Там рабочие работали на условиях японцев. А у них было все довольно строго. Справедливо, но строго. Этот материал относится уже к другому выпуску, но я все-таки тут вброшу, что у японцев все автомобильные компании выстраивались по законам армии. Там было очень строго все. И сейчас там на самом деле все очень строго. Прям чины и так далее. Но об этом мы поговорим в ролике, когда будем говорить про Японию. Через 2 года после открытия завода Honda в Огайо открывается завод Toyota по сборке Corolla. А еще через 2 года завод по сбору моторов и Camry. Моторы собирались для Camry, и, собственно, сама Camry тоже начала собираться в Штатах. И в 90-м году, когда Детройт уже был безвозвратно потерян, самым продаваемым автомобилем в Соединенных Штатах стал Accord. А совокупный объем продаж японских автомобилей превышал более чем 3 миллиона экземпляров. Совершенно недосягаемая цифра
для американских автопроизводителей на тот период. И чем выше поднимались продажи японских автомобилей, тем в больший ад скатывался Детройт. Вместо столицы престижа развития автомобильной промышленности он стал столицей наркоторговли, убийств и поджогов. Помните фильм «Робокоп»? Не вот это вот современный, то, что недавно вышел, а вот правильный, с Уэллисом в главной роли 87-го года. Вот помните атмосферу, которая там была? Он же снят в Детройте. И он снят при Детройте. Вот именно вот этих вот рубежа 87-го, 90-х, там, конечно, рисуется небольшое будущее, там, типа, что вот наши текущие, там, 20-е годы, но вся картинка и реальное положение дел, оно такое, как было на самом деле. И смотрите, какая ирония. Вот сейчас, в 2019 году, даже Hyundai Kia, которые начали с копирования автомобилей Toyota, имеют больший объем продаж, нежели американские компании. Вот статистика от Bloomberg. Самый красавчик, Volkswagen 3.6, Renault, Nissan, Mitsubishi 3.4, Toyota 3.2, Hyundai Kia 2.4. И посмотрите, насколько сильно отличается GM 2.15 от первого места и от Toyota. Насколько большой отрыв. Дальше Ford и там Fiat Chrysler уже. И все эти цифры свидетельствуют лишь только о том, что эра американского автомобилестроения закончилась. Точнее, американская империя автомобилей закончилась, потому что все-таки они еще что-то производят. Но далеко уже не в тех масштабах, в которых производят автомобили их конкуренты. До сих пор идет дискуссия, в чем же причина падения Детройта. Расовый вопрос, профсоюзы, топливный кризис, неправильное управление городом. Причин много. Но мне, как автомобилисту, и вот как человеку, который 3 недели копался в архивах, в источниках, в различных исторических материалах, верится в то, что в центре этой бури все-таки были японские и немецкие малолитражки. Точнее, не сами автомобили, а неспособность американских компаний и американского менеджмента конкурировать с ними. За 20 лет жира и успеха они потеряли абсолютно чувство рынка и уже не владели ситуацией в начале 70-х годов. Могут ли американцы вернуться в лидеры в автомобильной промышленности? Могут. Может ли возродиться Детройт? Возможно. Но к 2013 году у Детройта скопилось такое количество долгов, что единственный раз в мире, единственный раз в человеческой истории город признали банкротом. И да, это очень грустная ситуация, но это единственный выход, который был у американцев и у правителей города вернуть хоть как-то его к жизни. По сути, сейчас в Детройте жив только центр. И там выстраиваются сейчас офисы, его хотят сделать центром дизайна, искусства, музыки и всех современных направлений. И хоть в центре и происходит хоть какая-то жизнь, весь остальной Детройт, все спальные районы представляют из себя пустыню из заброшенных домов, где, дай бог, на один квартал живет один человек. Как ни крути, японцы в этой войне победили. Несмотря на то, что они проиграли Вторую мировую, несмотря на то, что они понесли огромные человеческие потери в ходе ядерных бомбардировок и военных действий, все-таки они смогли отстроить полностью с нуля свою автомобильную промышленность и победить американцев. И уже в следующем историческом ролике мы с вами разберемся, каким же образом можно потерять 4 миллиона человек пленными и убитыми, остаться без денег, без ресурсов, в полной изоляции, под санкциями. И в итоге за 13 лет вырваться в лидерство в мировой автомобильной промышленности. Спасибо вам большое, что досмотрели этот ролик до конца. Мы еще никогда не делали настолько сложного материала с точки зрения сценария и монтажа, поэтому нам очень важна ваша реакция на него. Если он вам понравился, то обязательно поделитесь им в социальных сетях, скиньте друзьям в чатик в WhatsApp, ну и так далее по списку. Спасибо вам большое еще раз и увидимся в следующем. Пока.